Здравствуйте. Не думал, что буду и дальше делать еще какое-то видео про Арестовича, но тут скрылись же кое-какие факты, которые как-то я упустил, да и в принципе общество совершенно об этом забыло. Сейчас я вам покажу записи, о которых я гарантирую точно вы забыли, что говорил Арестович до войны, ну и некоторые моменты, которые вы могли видеть, как он себя ведет сейчас. Но самое интересное в этом всем, что как всегда ко мне подбежал человек на улице, я его не знаю, и сказал, что Арестович уволился за месяц до войны с офиса президента, потому что он попросил высокую должность, и его там отправили на 3 буквы. Я не знаю, впрямую или косвенно, он обиделся и ушел. Ну и вернулся во время войны, потому что, как я говорил, в такие времена очень много авантюристов всегда всплывает. Ну и аферистов, конечно. А кто он, решать вам. Итак, поехали, первое видео. Обвинение Порошенко в раскрадании на оборонке никто уже не помнит очень простую вещь, да, и очень простой связки. Он порядка 1,5 миллиарда гривен личных денег потратил на эту самую оборонку. Да? Там ПВО вокруг Киева, 3-й полк спецназа полностью вооружен вооружением, которое давал Порошенко. Там, сям, 5-е, 10-е. Но еще и даже по сети гуляет сюжет ТСН, когда Коломойский с Порошенко не поссорился, что 500 миллионов гривен президент потратил на оборонку. Вот сегодня был свежий пост, я шел, там кто-то провел какое-то исследование, да, действительно, около 1,5 миллиарда общая сумма через систему благотворительных фондов и так далее. Если человек 1,5 миллиарда гривен потратил на оборонку, зачем ему воровать с оборонки 200 миллионов, которых его обвиняют, или 250? Ну, нужны 200 миллионов, не додай 200 миллионов, когда ты дай не 1,5 миллиарда, а 1,250 миллиарда. И все, это сохранится 250 миллионов. Нет, действующий президент в стране, когда против него воюет система МВД, скажем так, с возможностью отследить, зафиксировать преступления, да, и так далее. Когда за тобой следят журналисты и так далее, идти на коррупционное преступление в чувствительнейшей оборонной сфере, но это просто на голову не одевается, как бы, да. Ну, в антикоррупционный суд. Опа, интересно, да, получается. И я вам скажу, что Арестович же не одинок в таких высказываниях и, в принципе, в порохоботстве. Что происходит? Арахамия, в принципе, говорил и действовал точно так же во времена президентства Порошенко и ближе к президентским выборам последним. Почему? Потому что этой категории людей главное было прорваться к власти, главное было стать очень значимым, получить очень важную должность. Арахамия ее, условно говоря, получил. Он добился даже того, что у Зеленского в офисе президента стоит отдельная кнопочка для связи с Арахамией, в государственной связи, имею в виду, закрытой. Арестович до такой чести пока не выслужился, но я думаю, все еще впереди, потому что динамика у него очень хорошая. И, как я вам уже миллион раз говорил, и еще миллион раз скажу, репутация в этой стране, в нашей, никакой роли не играет. Можно сказать то, что сказал Арестович, абсолютно серьезно. Через месяц на 180 градусов развернуться и говорить совершенно противоположные вещи. Но это не все, показываю второе видео. Єрмак – це талановитий чиновник, далекоглядний кар'єріст чи взагалі російський агент впливу? Ермак, давайте так, начнем с очевидного. Они же даже в ролевом отношении находятся в правильной паре. Ермак кинопродюсер, а Зеленский артист. Кинопродюсер знает, как обращаться с актерами, как их успокаивать в гримерках, там гладить и так далее, и так далее. Ермак имеет ряд признаков, как личность, которые свойственны роли российского агента влияния, скажу так деликатно. Например, связи с кинобизнесом России, соответствующим, которые очень быстро замыкаются там. Газпрома, далее везде. На пропаганду, так? Да, на пропаганду и так далее. На На спецслужбы. структуры, которые создаются на спецслужбы. Россияне создали идеальный механизм, идеальный треугольник. У них корпорации, госкорпорации оплачивают частные проекты, которые инициируют спецслужбы. Всякие, начиная от молодежных, заканчивая, ну, идеальная машина работает, которую нам бы надо было создать, но мы не создали. И, естественно, уже точно можем сказать, что он выступает посредником между Зеленским и Кремлем по линии Ермак-Козак, по крайней мере, это указывает. И он даже физически, он взял на себя роль такого большого дядьки, Мишки, который его закрывает от угроз летящих со стороны Кипишного, Богдана, нехорошего Авакова, Коломойского с Дубинским, который тоже сейчас там вот это и так далее, и так далее. И еще обеспечивает ему международное реноме. А Зеленский одним из стержневых направлений своей политики сделал доказательство всему миру, что он не лох, особенно во внешнем отношении. Вот его это крайне беспокоит. Человек с комплексом неполноценности, вот он хочет, чтобы его воспринимали я президент, частота повторения этого всего. И ему обеспечивают... Неплохо, да? Фактически тогда Арестович пел песню о том, что Ермак имеет признаки агента влияния Кремля.
Нынешний шеф Арестовича Ермак. Потому что если бы не Ермак, то Арестовичем бы и не пахло в офисе президента. Но это я давно вам говорю, что он эти признаки имеет, как и Арестович, кстати. Но вопрос не в этом. Вопрос в другом. Обратите внимание, пожалуйста, на другое. Потому что Ермак агент или нет, скорее всего, мы никогда не узнаем. Но Арестович здесь говорит, что Ермак связан с кинобизнесом России. Как вы знаете, Россия выкладывает огромные бабки в финансирование Госкино и, в принципе, всяких там, как Арестович сказал, пропаганды молодежных организаций. И всегда эта цепочка, как правило, замыкается на спецслужбах. Газпром и спецслужбы. И ключевое говорит, что мы не сделали такого в Украине, а надо было бы, что, мол, одобрил, это хорошо. Уважаемые друзья, такое может сказать только идиот. Только идиот. Потому что в здоровой стране, ни в одной здоровой стране мира, государство не финансирует кино. Понимаете? Не финансирует кино Америка. Голливуд это частные бабки. Есть инвестор, есть продюсер, есть режиссер. Это бизнес. Показали сценарий, показали планы инвесторам. Те либо да, либо нет. Дали деньги, собрали кассовые сборы, там роялти. Либо это прибыльный проект, там, сам окупился, или это провальный проект. Все как в бизнесе, понимаете? В более просто таком как бы коротком ключе. Этот говорит, что нужно финансировать из государственного бюджета. Это при том, что у нас в стране пенсия $50. Я, кроме России, не знаю, Белоруссии, наверное, короче, только в постсоветских странах, и может быть еще в Китае, я не уточнял, но уверен, что да, финансируется государством кино. Это просто... Ну, идиот, я по-другому не могу назвать. И вы такого человека сейчас хотите видеть у власти, судя по всяким опросам? Ну, тогда у меня полное разочарование в людях. Ну и третье видео, я вам его показывал в телеграм-канале, но не все же видели, хочу показать еще раз. Вот они с вторым суперсоветником Лещенко, таким же приспособленцем, недожурналист, недоуправленец, зато в наблюдательном совете Укрзалезницы очень большой топ-менеджер, будки собачьей в жизни не построил. Вот они смеются, хихикают, все хорошо. И вот ровно перед монтажом этого видео мне попадается такой пост в Фейсбуке. Послушайте, я хочу зачитать, это очень важно, про Бучу. В Буче очередная страшная находка. Открыли сожженный изнутри гараж, а там останки двоих, от которых остались только некоторые кости. Судя по оставшимся цепочкам, один был евреем. Вообще, эти новости о все новых и новых находках тел северо-западнее Киева, в основном в неглубоких ямах и технических колодцах в лесах, не привлекают особенного внимания. Однако для меня был показательным в этом плане материал о расследовании деятельности 64-й бригады, что в селе, где она квартировалась, было найдено около 20 тел, а еще порядка 40 человек числятся пропавшими. Сколько их еще где лежит, в том числе в заминированных по-прежнему лесах, неведомо. А теперь смотрите, что говорил Арестович аккурат перед войной. Великий эксперт, как вы считаете его суперэкспертом, ну, уровня Пентагона. Послушайте. Я не верю в страшное российское наступление. Да, если я ошибусь, я честно скажу, я ошибся и пойду на фронт. Но проблема в том, что бояться нечего. Распаковывайте тревожные, уважаемые украинцы, распаковывайте тревожные чемоданы. Меньше слушайте эту дурь про кровь и про там, страшное оборудование, все, что нам сообщает CNN, Вашингтон-Пост и так далее. Вы понимали, что война начнется? Неизбежно было абсолютно. Вы это понимали? Абсолютно. Настоящий полковник. Все вам понятно, какой он эксперт и какие прогнозы? Более того, он сказал расслабиться и разобрать чемоданчики. А вы слышали, что в Буче до сих пор находят? А послушайте, пожалуйста, Наталью Холоденко, с которой у меня был совместный эфир, как она с детьми выбиралась, когда началась война, через границу. И куча было мамочек, садились на холодный бетон, не выдерживали держать столько детей, как со скотом обращались пограничники, в туалет дети не могли сходить, извините меня, под себя ходили и по большому, и по малому. И памперсы не пускали поменять, не давали где. Вот. Но им смешно с Лещенко. Вот эта интонация, от которой хочется, не буду говорить, что ему сделать. Это Нагойко, очень важный парень, очень важный парень. Но великим его делаете вы. Вы его делаете великим. Те, кто от него фанатеют, те, кто продолжает его смотреть и в порожняк этот верить. Он уже скинтовался с Гордоном. Вот он рекламирует Гордона сладости.
Вот. Это такие как бы два нарцисса, которые, конечно, очень хорошо сошлись. Про Гордона я вам расскажу на этой неделе, отдельное видео. У Дмитрия Ильича тяжелый период в жизни, и думаю, легче он в ближайшее время не станет. Но это отдельное видео будет. Я вам хочу еще раз сказать про Арестовича. Он такой не один. Есть с пиаром пониже, с уровнем медийности пониже персонажи, которые очень стремятся добиться такой же в кавычках славы, как у Алексея. Но у них пока не получается. Это все очень опасно, потому что украинцы очень склонны 35 шишек набить граблями, но 36-е все равно наступить. И ничего не объяснишь. Я пытаюсь, вот 5 месяцев уже пытаюсь. Слава Богу, прорастают единицы, я благодарен, я на стриме вижу, и мне сотни людей пишут в день. Спасибо, я вас чуть ли ненавидел там 3 месяца назад, но сейчас я понимаю, что вы были правы. А я вас считал там еще кем-то, а оказалось, что вы правы. Я честно говорю, никакого как бы там на этот повод гордости не ощущаю, но я рад, что это время не потрачено впустую. И хотя бы кто-то задумается и попытается просветить ближних своих, там, друзей, родственников. Потому что это важно. Без этого понимания, без этого умения разобраться, кто есть кто, новая Украина не будет построена. А проблема сейчас не только в фамилиях. Фамилия это просто следствие, не причина. Причина появления этих фамилий, а соответственно неправильных действий нашего государства является система. Эту систему такие люди, как Арестович, вам не сломают. Они способны только ее возглавить. И такие, как они работают сугубо на себя, даже во время войны. Им эта Украина где-то там, потому что они прекрасно и без нее справятся, им до лампочки. Им главное они главное, понимаете? Если человек говорит, что надо было бы в Украине построить систему, где все замыкалось бы на спецслужбах, где замыкалось бы государство, финансировало бы госкино, пропаганду, это просто, я еще раз повторю, только идиот может такое сказать. Я другого слова, это очень такое культурное и литературное слово, которое я только могу вам сказать. Государство должно вообще прекратить финансировать кино, культуру и все остальное. Рынок должен быть. Задача государства выстроить такой рынок, создать такую экономику, покупательную способность населения, чтобы люди могли нормально платить. Потом появится и хороший продукт. Вот и все. А если вы хотите социализм, и это даже не социализмом можно назвать, это только тоталитарные страны мощно финансируют спорт, мощно финансируют кино и в целом там шоу-бизнес, культуру, как некоторые это называют. Нормальные страны это они делают. Британия не финансирует фильмы. И олимпийских чемпионов они дают какие-то копейки. Задумайтесь об этом. И поменьше слушайте Арестовича и же с ним, потому что Украина не выберется из той ситуации, в которую мы вошли. Понимаете? Поменяются очередные фамилии, и проходимцы очередные будут у власти. И этот кошмар, к сожалению, будет продолжаться. Я призываю вас всех задуматься. Пока.